Сегодня поговорим о пользе энергетических напитков. Теоретически, энергетик должен повышать мозговую активность, добавлять выносливости при физических нагрузках, клетки должны заряжаться. Но на самом деле большинство энергетиков вызывает затуманенность сознания, снижают производительность и выносливость, а их ингредиенты истощают клетки. Главная проблема энергетиков в том, что ингредиенты не дают настоящей энергии. Два главных компонента в составе энергетиков — кофеин и сахар. Возьмем, к примеру, Red Bull. 250 мл содержат 80 мг кофеина, 480 мл Monster — 180 мг кофеина. 480 мл Rockstar содержат 160 мг. Маленькая бутылочка 5 Hour Energy, в которой 50 мл, содержит 200 мг кофеина. Знаете что? Кофеин — это не топливо, это стимулятор. Он создает ощущение прилива энергии, но на самом деле просто на полную катушку заводит надпочечники. Следующая проблема — сумасшедшее количество сахара в энергетиках. В одном из этих напитков около 36 грамм сахара. Это безумие какое-то. Уровень сахара в крови взмывает вверх, и затем вырабатывается гормон инсулин, который резко его снижает. После этого вы будете крайне уставшим, раздражительным и ворчливым, и вам захочется выпить еще, потому что нужно увеличить энергию с помощью кофеина и сахара. Это замкнутый круг. Некоторые считают, что раз во время занятий спортом расходуется энергия и глюкоза в мышцах, то их нужно восполнить с помощью энергетика, дать организму сахар, и все восстановится. По большей части, сахар в энергетическом напитке — это не просто глюкоза, это фруктоза, как в высокофруктозном кукурузном сиропе, в декстрозе, искусственном кукурузном сиропе или в обычном кукурузном сиропе. Вы получаете приличное количество фруктозы. И что многие не понимают, фруктоза попадает только в печень. Она не попадает в мышцы. Она никуда не попадает, кроме печени. Так что она не восстановит мышцы, не даст энергии клеткам или мозгу, а просто отложится в виде жира на животе. Да, пока не забыл, если вы еще не подписались, нажмите на красную кнопку и на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о новых видео, которые будут выходить на канале. В ближайшие недели я выпущу несколько классных, интересных роликов. Кроме того, вы будете получать уведомления о прямых эфирах, в которых я отвечаю на вопросы. Вы же не хотите их пропустить? Итак, с какой целью вы пьете энергетический напиток? Для получения энергии, верно? Вопрос в том, а почему вообще есть усталость? Вы высыпаетесь? Получаете ли достаточно нутриентов? При выборе энергетического напитка ищите в составе эти два питательных вещества. Самый популярный спортивный или энергетический напиток содержит 270 миллиграммов натрия. Это не тот элемент, который даст много энергии, а калия содержит всего 75 миллиграмм. Нашему организму требуется 4700 миллиграмм каждый день. 75 миллиграмм и близко не покрывают ежедневную потребность в калии. Про сахар я вообще молчу. Это основные ингредиенты самого популярного энергетического напитка. Найдите энергетик, в котором есть все электролиты. Электролиты — это электрически заряженные элементы, которые помогают заряжать клетки, мышечные клетки и нервные клетки. Эти элементы позволяют электричеству проходить по телу. Одна из главных задач калия в том, чтобы помочь перезарядить аккумулятор клетки. Все клетки держат электрический заряд для поддержания сердечного ритма, сокращения или расслабления мышц, а также для передачи нервных импульсов. Калий — ключевой элемент, поддерживающий полную емкость аккумулятора и предотвращающий утечку клеточной энергии. А магний питает митохондрии, энергетические станции клетки, которые производят всю энергию. А без магния энергии хватать не будет.
Так что, если хотите, чтобы энергетик принес пользу, убедитесь, что в нем совсем нет кофеина, сахара, но есть большое количество электролитов. Спасибо за просмотр. Если вы все еще не подписались, нажмите на красную кнопку и на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о новых видео, которые будут выходить на канале. В ближайшие недели я выпущу несколько классных интересных роликов. Кроме того, вы будете получать уведомления о прямых эфирах, в которых я отвечаю на вопросы. Вы же не хотите их пропустить, не так ли? Следите за обновлениями.